Видишь? С красным, кстати. Супер. Это то, Ну, что надо. мне надо сегодня. Как ты? Как дела? Сегодня-то надо. Что-что? А что надо сегодня? А, слушай, ну мы так давно не встречались, и мне прям очень не хватало. Мне прямо конкретно совершенно не хватало. а, Не хватало состояний, не хватало той э, эмоциональной, наверное, сверки, которую мне дают наши сессии. А, вот, вот, наверное, этого не хватало. И мне кажется, что я вообще как-то прямо рассыпалась. И давно не была вообще в таком глубоком минусе. И поэтому вот от тебя, как дилера состояний, и от нашего взаимодействия хотелось бы, конечно, сегодня как-то пересобраться. Потому что когда вот такого мощнейшего минуса, как сейчас, мне кажется, у меня не было, наверное, ну, больше полугода точно. И это же сразу отражается на деньгах. И вот этот минус по всем сферам, ну, прямо жесть. Вот. Поэтому Слушай, твое сердце мне необходимо сегодня. спасибо. Оно с тобой. Спасибо Ты ж не большое, зря, да. оно здесь. Ань, а как бы ты описала сейчас то, что у тебя происходит в жизни? Что у тебя сейчас происходит? Ну, ты знаешь, первое слово, которое пришло дно, но, наверное, так жестить, конечно, бы не хотелось, но, в общем, какой-то низ по всем сферам. И я уже замечала, что когда я в таком состоянии, я начинаю искать что-то новое, что дает мне энергию. И сейчас я вижу, что то новое, которое мне помогало и прямо конкретно давало энергию, стареет, или я не знаю, как это назвать, но такого эффекта оно не дает. В общем, мне опять как-то надо что-то делать, мне как-то опять надо себя за волосы вытаскивать. Ну вот как-то так, наверное, эту историю можно описать. То есть я правильно понимаю, вот какие-то определенные те стратегии, которые работали, сейчас уже не работают? Или как бы ты сказала? Ты знаешь, стратегия, если на нее смотреть как, а, когда я нахожу что-то вовне, что трансформирует мое состояние, и это моментально отражается и на мне изнутри, и на всех сферах моей жизни, она работает. Но просто мне кажется, что, может быть, с течением жизни этого нового для меня становится меньше. С другой стороны, я понимаю, что это бред, и все-таки мне не 550, и что наверняка есть много друг Горацио, что еще я не испробовала, а, и что мне нужно искать. Поэтому стратегия рабочая, но она вот просто предполагает постоянный поиск, наверное, так можно сказать. А тебе бы как самой вообще хотелось? Как тебе с этим? Устраивает тебя? Ты знаешь, мне самой, наверное, хотелось бы лежать под одеялом с пиццей, с краткосрочными выходами, а, поделать то, что я люблю, и ложиться обратно. Стабильно, при том еще, чтобы это все было. То есть чтобы мое состояние было при этом стабильным.
а оно нестабильное. И я понимаю, что, ну, типа там мы все живые люди, и вот все эти истории. Ну, вот если как мне бы хотелось, то мне бы минимум движений и максимум удовольствия. Наверное, как-то так. А сегодня чего тебе от этой сессии хочется? А, Мне прямо очень много чего хочется от сегодняшней сессии. Во-первых, конечно, состояние. И в этом я уверена, что как бы когда я буду уходить, оно будет. Дальше мне хотелось бы посмотреть, а, потому что в понедельник, у меня должно было быть первое занятие со студентами, и непонятно, по чьей ошибке, можно сказать, что коридор затмений, э, перепутали время. И в итоге эта первая встреча не состоялась. А она для меня была вообще необыкновенно важна. Ну, вообще просто очень важна. Я очень готовилась, и я так нервничала, как мне кажется, последний раз я так нервничала, наверное, лет, 10, когда уехала одна путешествовать в Грузию, и когда уже я возвращалась домой в аэропорту, чтобы лететь домой, я поняла, что я потеряла паспорт. А, вот мне кажется, то, как было сейчас, может быть, даже больше. Ну, то есть, потому что я подумала, что я сейчас просто начну рыдать вот прямо здесь, но, жесть какая-то. Ну, и я вообще сама от себя офигела, потому что, что это вдруг во мне запускает такие реакции? И эта реакция, она в том числе про уводение, увождение, в общем, вынос вниз. Тоже вообще совершенно непонятная история. И, тут даже не очень понятно. Так, сейчас Да, Ян, у меня тоже перезапишу. немножко изображение зависло. Сейчас нормально? Щас я Сейчас нормально, Ян? да, 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 сейчас. Мгм. Да-да-да-да-да. Вот в эту Ситуация, что историю тоже вни хотелось бы посмотреть. тогда сейчас куда? Давай в эту историю. Давай. А, в том числе про то, что не могу стабильно находиться в одной позиции. И, знаешь, это как, ну, мне иногда кажется, что прям я могу, и всё нормально, а потом хрясть, что-нибудь происходит, и прям ноги подкашиваются, и падаешь, в маленькую девочку, и в ужасы, и вот это, знаешь, колебания между там гордость, убогость, спасатель, преследователь, ребенок, взрослый, вот во все эти игрища. И, честно говоря, даже не могу представить, какой тотальный уровень осознанности в режиме 24/7 должен быть, чтобы не падать. Ну, это точно, наверное, к 550, наверное, можно будет наработать. Ань, что ты сейчас чувствуешь? Ты знаешь, вот я пошла в то состояние, и, ну вот я просто думаю, что я же в моменте как бы отстраненно я понимаю, что происходит, но не знаю, может быть, это как когда там человек летит с крыши, и он понимает, что, ну, он летит.
и что-то сейчас произойдет, но остановить этот полет он не может. И я тоже, конечно, не могу остановить это состояние, хотя я прекрасно понимаю, что я в нем, что это жесть. Я уж как-то вот грустно стало. Мгм. Не знаю, как-то оно передается. Вот какие-то вот здесь такие ощущения. Да, это знаешь, потому что Как мне пошли как образы, что это как, глаза вот. прости, не услышала? И вот что-то вот с глазами как будто, вот я не вот что-то такое, как будто плакать хочется, но вот как будто сейчас буду плакать. Вот. Абсолютно, абсолютно мое состояние, да. Потому что еще пошли образы, что это, знаешь, как, наркомания или как, я не знаю, не помню, путаю все время, булимия или анорексия, когда ты не хочешь есть, типа, но ты все равно ешь. И ты понимаешь, что ты ешь, но ты не можешь остановиться. Ты в моменте остановиться не можешь. И если в моменте ты остановиться не можешь, а за рамками этого момента тебе кажется, что да нет, ну, все же окей, все этого больше никогда не повторится. Ну, вообще тогда непонятно, что делать, Ян. А что ты сейчас в моменте видишь? Ты знаешь, вот, вижу, что то, с чего начала, что интервалы стали больше, но мне, конечно, не хотелось бы этого говорить, но похоже, что сила удара стала сильнее, а это мне вообще не нравится. И это же сюда же, знаешь, вот такое ощущение, что, я не знаю, Вселенная проверяет меня на прочность. А, Потому что в коучинге, ко мне пошли клиенты с очень сложными запросами на самую триггерную для меня тему про детей. Вот с чем угодно вообще могу совершенно спокойно, но когда начинаются страшные истории про детей, э, я не удерживаю. Ну вот реально мне прямо, невозможно это вывести. И я тогда себя начинаю успокаивать тем, что, ну, наверное, это про переход на следующий уровень. И, наверное, если Вселенная посылает ко мне такие запросы, наверное, ей виднее, и, наверное, она считает, что я справлюсь, и что я уже этот трэш могу вывозить. Но, в общем, по ощущению нужна конкретная поддержка. Да, ты о ней говорила Мгм. вначале. А что это, чего тебе нужно для поддержки? Что это за поддержка? Расскажи о ней. А, Ты знаешь, наверное, и внешняя, и внутренняя. И если говорить про внутреннюю, то я понимаю, что я же сама запускаю каким-то неведомым мне пока образом, неосознаваемым, а, вот этот адок. А внешняя в том, что чтобы у меня была возможность об этом поговорить. Мне это очень важно. И задумалась сейчас вот то, что я сказала там с наркоманией.
э, пример, и стала думать, может ли наркоман не колоться, а потом подумала, э, так это что, надо признать тогда, что, значит, я, по степени зависимости от этих ситуаций как наркоман? Ну, для меня это, наверно, очень смело. Ну и потом тогда получается, что если признавать эту историю, то тогда предполагается, что, а, я никогда не вылечусь, а у меня может быть только длительная ремиссия. Ну, нет, мне так не нравится. Ты сейчас куда пошла? Пошла выписание и подбор слов для этого состояния. И, кстати, вот та самая лекция, которая должна была быть, она примерно про это и должна быть, про то, как важно, а, описывать, словами какие-то процессы. Временные, там, не знаю, еще какие-то. Потому что в тот момент, когда мы это описываем, оно становится доступным для изучения, оно становится видимым, оно становится признанным, понятным и, становится материалом, с которым можно работать. А до тех пор, пока это эфемерное нечто, неназванное, с ним ничего не сделаешь. А есть еще что-то, что осталось неназванным? Ты знаешь, по ощущениям оно есть. И действительно, вот прямо есть вот это состояние, когда хочется плакать, и внутри, кто-то или что-то плачет. Но, может быть, у меня, кончились слова. Хотя, знаешь, так интересно, вот говорю про кто-то плачет, и я прям слышу, как, он или она успокаивается и становится спокойнее. Как если бы даже самого факта признания и и условно названия, не названия, не знаю, как это сказать, становится проще. А, не проще, спокойнее, наверное. И знаешь, пошла сейчас смотреть, что там пересобирается, и прям опять такое, знаешь, ощущение, как будто меня кто-то душит. Ну, прямо вот, ну, то есть, в общем, что-то происходит, а я не могу понять, что. Знаешь, как, цыганский гипноз, когда к тебе подходит толпа, и кто-то тебе что-то говорит, другой человек тебя трогает, третий человек,
там тебе что-то показывает, и шух, ты прям поехала. Вот, Слушай, ну внутри много всего. Сначала вот да. ты говорила, да, плачет, не плачет. Потом ты также говорила про внутреннюю поддержку, что ты сама запускаешь вот этот процесс. Потом ты говорила, видишь, про горло, что вот как будто кто-то душит, тут как будто там вот какая-то у тебя такая движуха внутренняя происходит. И говоришь, что вот я тебе с чего это все началось, когда я еще задала тебе вопрос, а есть еще что-то вот недосказанное, да, вот что должно вот И вышел цыганский табор. цыганский табор, это М. вообще чё, как вот сейчас вот это все. Как в этом фильме, не помню, "Пустая комната", что ли, про множественные личности. Н не помню, как он называется, но, в общем, классный фильм. Такое ощущение действительно, как если бы разрывало, когда вот прям, знаешь, во все стороны, в разные стороны тебя тащат, и непонятная история. Что запускает? Что за вот эта кнопка пуск? Что это? Когда они начинают вот тащить тебя вот это все в разные стороны. Что запускает этот процесс? Ты знаешь, думала на эту тему, и тут, с одной стороны, ну вот в контексте, например, понедельника, а, то есть я всю неделю вообще была не в адеквате, в последние дни, была совсем не в адеквате. И пыталась тоже смотреть, как я это, что это запустило во мне, это состояние. У меня не было другой мысли, кроме того, что, может быть, я считаю, что я не до. И, может быть, это какие-то истории с самозванцем. Но что тогда, когда я думала, что я сейчас, когда я это проговариваю? Ну, типа, ну, может быть, но вот прямо чтобы у меня на это был какой-то отклик? Нет. А других Вот версий у слушай, меня нет. а если вот ты сейчас говоришь: "Я думала", а если не думать, а чувствовать? Сейчас можешь вот прям в моменте прислушаться к своим чувствам, к своему состоянию, когда ты Если к состояниям, то я моментально падаю, в маленькую девочку, и кругом такой большой враждебный мир, и кругом опасность, и, в общем, это прямо очень становится страшным. То есть, как, я не знаю, потерянный ребенок на ядерной войне. Вот что-то такого уровня. Слушай, чё-то девочка боится, то, что она потерялась, или войны? А она боится всего: и войны, и того, что потерялась, и того, что рядом нету никого из взрослых. И я как раз вот сейчас пошла в эту сторону смотреть, где вообще, взрослые? И почему в такой момент, когда мне, наоборот, совершенно жизненно необходимо мое стабильное психическое состояние, что это происходит? И почему выходит ребенок, и куда деваются, какие-то более серьезные части личности? То есть, знаешь, как ветром сдувает.
Ну и тогда 100-500 вопросов. И кто сдувает, и зачем тогда это надо? И можно, конечно, с одной стороны сказать, что, ну, наверное, это такая привычка. Опять голова подключилась. Да. Может, из-за этого сдувает, как думаешь? Как будто не оттуда, знаешь, как вот почему-то мне сейчас, знаешь, приходит, как будто не оттуда смотрим. М. Вот эти 100 000 000 вопросов, на которые Мгм. уже теоретически говорила, уже я и думала об этом, и как бы с вот этого как бы ничего мне это и не дало. Я могу себе это там сама там сказать, что да, может, там я не дома, может, самозванец, но не откликается вот это все, будто не оттуда. Ян, потому что если через тело и через эмоции, то просто лежать и плакать. И всё. А что там в этих слезах? А, страх вот этого большого и опасного внешнего мира. Интересно, знаешь, у меня почему-то, наверное, страх ассоциируется как бы более с бездействиями, но почему-то. А у тебя вообще? Да, у меня тоже ассоциируется с бездействием, потому что, девочка хочет только плакать и лежать под одеялом, и бояться. Хочет. Потому что, наверное, в других состояниях страха нет. Страх перед чем? Вот перед этим огромным, ядерным взрывом, перед, миром, с войной. Вот воспринимается как конец света реально. Сразу такая пришла штука, что типа, когда что-то умирает, что-то рождается. Да, это абсолютно моя штука к тебе пришла. А, но, а, кто должен умереть, чтобы пришло что-то новое? Вот у меня нету пока здесь ответа. Если мы говорим на уровне чувств, потому что если на уровне мысли, то можно было бы пойти и подумать, что ну вот пусть старые привычки, там старые паттерны,
старые стратегии. И, для меня это, в принципе, знакомый процесс. То есть вся эта история с Фениксом, она, регулярно, происходит. Я вот на тебя смотрю, мне почему-то вот прям, знаешь, хочется знать, как будто что у тебя там уже внутри этот взрыв, ну, практически случился, но он хочет, вот выйти наружу. А такое ощущение, что ты как будто что-то внутри вот сдавливаешь. Может, не права, не знаю. Нет, ты знаешь, есть такое, конечно. А, как если бы, например, хотелось орать, а не просто там поплакать. А, и я ловлю себя периодически на этих состояниях. И следом сразу вопрос: а какой смысл? Ну, можно орать, можно плакать. Это что-то изменит? Кроме того, что я потрачу на это энергию, которой у меня и так, очень мало. Но этого никто все равно не услышит. Абсолютно ничего из-за этого не изменится. Ну, хочешь — ори, хочешь — не ори. Смысл? Чего ты себе не разрешаешь? Ты знаешь, много разных версий вертится. И, может быть, это про проявление эмоций, проявление слабости. А, и, может быть, это действительно это. Но просто в контексте. Что? Ты только что сказала проявление эмоций и слабости, у тебя там какая-то, как будто в какие-то эти Да-да-да, я ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. услышала за стенкой какие-то звуки, как по батарее бы, если застучали. Мгм. Интересно. Очень. Там ремонт, что то сверлят, и как интересно они попадают, в моменты. Да, 1 раз, причем вот мы 33 минуты, сейчас у нас уже идет сессия, как бы за эти 33 минуты я только первый раз услышала. Хорошо. Причем мне, знаешь, представился вот такой этот большой гонг, этот ду-ду-ду-ду, как будто по нему, не знаю почему. Как интересно, смотрите, у тебя это как гонг, а у меня было это ощущение, знаешь, как железякой по батарее. Какой разный масштаб восприятия, да? Да, да, интересно. Мгм. Ещё, знаешь, такой тоже интересный момент хотела те вернуть. Ты же вначале тоже мы начали с того, что говоришь, чё не хочется, вот вообще в идеале хотелось бы ничего не делать и есть пиццу. Под одеялом, Здесь сериалом. под одеялом, да. Пришла уже девочка, там уже появился страх, и она уже и плачет, ей и страшно. Вот. Ну, тоже, то есть она там лежит не знаю, там под одеялком спрятаться Да, мы там все вместе. вместе под одеялом. Мгм. Это Что, Ян? о чём это все? Повтори. О чем это все? А, еще вот, извини, вот еще один момент тоже хотела бы тебе вернуть. То, что ты говорила, что хотелось бы, чтобы всегда быть вот на этой одной волне, да, не сваливаться, не падать. Потом ты сама себя сказала: "Блин, ну я же невозможно 24/7 постоянно быть вот на этой вот волне". Сейчас начали говорить вот про эти эмоции, да, про там слабость, сильность, самость и так дальше. Вот это все вот. Ты вообще сейчас все вот о чем этих 30, сколько там, 35 минут?
Ты сейчас говорила, у меня прям щух, так голова даже закружилась. Ты знаешь, когда говорила про волну, имела в виду, что я не про то, что я хочу на пике находиться, а то, что я не хочу качаться. Меня качка укачивает. И я хотела бы видеть условно тот момент, когда рука, например, тянется к шприцу, или когда там к холодильнику, или когда к страданиям. Видеть этот момент, вот ту самую историю, которая запускает. Не ловить себя уже на днище где-то, а видеть. Мне кажется, это очень важно. Слушай, а вот ты тогда описывала тоже 2 состояния. Одно состояние, когда ты уже находишься, в этом состоянии, Да. состоянии. А другое, когда ты находишься как бы уже типа вот за оболочкой вот этого, да? А что там, когда ты за оболочкой? Какие там вообще мысли? М, Там именно что просто мысли. То есть я как бы смотрю на себя со стороны, там, не знаю, условно, уже когда там в истерике, или когда в холодильнике, или еще когда что-то. И я понимаю умом, что что-то происходит не то, но оно неостановимо. И это просто, ну, как наблюдатель. Ну да, вот сейчас там я неделю в стрессе. То есть ты вот с этой точки за, когда ты в этой оболочке, за этой оболочкой, то ты видишь уже последствия этого всего, Нет, я я правильно могу в понимаю? моменте видеть. Ты видишь в моменте. То есть ты находишься и здесь в моменте, что происходит, и вот там ты находишься, да? Да, только здесь тогда, получается, я чувствую, а там, получается, я думаю. А мне было бы важно видеть вот эту точку, когда происходит это расщепление. Даже когда не когда оно происходит, а когда оно только собирается произойти, чтобы я могла это тормозить. Расщепляется что? Состояние и мысли Да, или что? да, чувства и Ра мысли, да. Тут вот это тут, когда они расщепляются. Мгм. Потому что ведь получается, я наблюдаю, ну, просто логически и мыслями я понимаю, что происходит какая-то фигня. Но от того, что я Вот, понимаю, что фигня происходит, я ей не могу управлять. слушай, так интересно, потому что на протяжении сессии у нас тоже, помнишь, я тебе несколько раз я отдавала, вот когда ты входила, ну, как бы вот в мысли, и я вот Да, тебе говорю: "А да, если вот это?" да. Интересно, вот как, да, вот фонит. И да, и именно об этом я понимаю, что это, видимо, какая-то история с расщеплением. Вот тот самый момент, который надо научиться видеть заранее. Не когда ты летишь с балкона, а когда ты подходишь к, не знаю, к балкону, у которого нет перил, что, наверное, лучше все-таки отойти. Вот вообще прям, знаешь, как они опять все эти мыслишки разбежались и сделали полную тишину.
То есть как будто вот немножко у тебя состояние изменилось. У тебя вначале, то есть было, более, а, эмоциональное, а потом, как бы внутри сессии уже в середине очень очень глубокие большие паузы были, как будто глубоко куда-то погрузилась. И сейчас немножко вот что-то изменилось, что-то как-то что то там Ну, мне прям раскачалось. задышалось как-то, мне становится проще, мне становится спокойнее. Мне кажется, знаешь, что вот на этом моменте, когда мысли и чувства, когда ты сказала, что, ну, пока мне так показалось, когда ты сказала, что вот соединились они, да, и вот тогда ну, то есть увидишь эту точку, с которой все, когда ну вот вот там, да, Мгм. энергия. Знаешь, сейчас прям думаю, как оно все внутри сложно устроено. Как много всего, что должно быть в фокусе внимания. И как важнее всего, как мне кажется, любовь к себе и полное принятие. Какую они роль сейчас играют? Сейчас в данный момент, что они появились здесь? Они, мысли, ты имеешь в виду, идеи? Вот не знаю, как любовь и полное принятие. Ты знаешь, не знаю. Вчера просто слышала там эту хорошую такую практику про, любовь, про исцеление себя любовью. И вот сейчас об этом вспомнила, и прям как-то, знаешь, сразу легчает и отпускает. И как-то даже немножко становится, радостней. Что это меняет? Ты знаешь, это дает то самое, наверное, ощущение самоподдержки, во-первых, что я есть у себя. Ну, что, в общем, не на тысячу, конечно, процентов, но, в общем, что девочка не совсем брошена одна на войне. И то, что жизнь продолжается,
И то, что, наверное, знаешь, наверное, то, что такие ситуации будут, в общем, возникать, и что, буду стараться, какое-то не очень красивое слово. В общем, не бросать, наверное, себя. А если по-другому? Просто так сказала: "Буду стараться не бросать". Да, нет, вот я про "буду стараться" сразу сказала, что некрасивая вообще какая-то формулировка. Быть собой максимальное количество времени, потому что я не могу сказать 24/7, так как, все наши встречи подтверждают обратное, что я регулярно все таки это делаю и себя бросаю. Но я буду максимальное время с собой, наверное, так. Как это повлияет на вот эти все части, о которых ты говорила? Вот этот момент, когда ты говоришь: "Вот меня рвет вправо, влево, вот туда, не все тут". Ты знаешь, если я с собой, то нету, то тогда не раздирает. Интересно. Слушай, как вот у нас сессия вся интересная, да? Ум, там мы говорили, да, состояние и ум. Тут вот части вот туда-туда, как будто вот оно вот Да, то есть то расчленёнка, то, обратно, э, пересшивание частей, пересборка. пересборка, да. Вот тоже мне, кстати, хорошо, ты вначале сказала, да, что рассыпалось. Да. А вот с каких частей? Вот, даже 2 вопроса. Вот щас попробую сформулировать. Вот с каких частей ты сейчас собираешься обратно или как? Чё у тебя? Да, Там появились какие-то новые части, из которых ты собираешься? ты знаешь, предположу, что если бы новые появились, то это было бы, наоборот, в расчленение. Мгм. Ну, не знаю, могу ошибаться. И мне кажется, что наоборот, они все соединяются. Да. Мне становится легче дышать. Чувствуется, как будто много энергии ушло. Да, и прям знаешь, как если когда там у тебя истерика или когда то там прорыдалась, и с одной стороны становится легче, а с другой стороны все таки ух, как я вообще устала от этого. Ой, Мгм. ну да, прям огромнейшая. Просто чем больше я сейчас расширяю, тем больше я не вижу. М, Прям да. а тело состояние. Сейчас в каком у тя состоянии? Ты знаешь, вот я прямо чувствую где-то внутри вот эту радость, какую-то такую, знаешь, чисто звенящую.
и расслабление, и признание. Все, что я хотела в полном объеме. Ань, а насколько вот это сейчас все поможет тебе предотвратить, ну, как бы, да, предотвращать этот весь Бог его знает. алгоритм? Вот это самый интересный вопрос. Потому что, мне кажется, я уже 100-500 раз, говорила, вот там и, в общем, в предыдущие периоды, что да, конечно, вот все теперь будет по-другому. Пока становится больше интервал. И это, наверно, это уже хорошо. Ну и, наверное, вот если длительная ремиссия, пусть, тоже имеет место быть, и это тоже будет хорошо. Я не знаю, сейчас вспомнила, не знаю, себе как-то представила какого-то, как олимпийские, знаешь, эти чемпионы, они готовятся к соревнованиям, и тут они выступают на всю мощь, да, и у них тоже потом хочется под одеялком полежать, пиццу поесть, 100%. хочется Да, это сушка и масса. бокал, да, обратно вернуться в свое состояние. Ну, после вот таких забегов, конечно, Да, сто да, процентов. очень хочется. Да. Я еще хотела до этого, у меня были какие-то моменты, ну, вроде уже все прям вот так ушло. Ушло все. Тебе чего хочется, Ань? Ой, извини, я вспомнила, я сейчас быстро Давай. расскажу. Вот знаешь, тоже такой момент, когда я тебя спросила, да, а как вот эти все, вот как оно все влияет на то, чтобы там предотвратить. Ам, как будто вот эти все какие-то моменты, знаешь, как будто это все какие-то вот шестеренки какого-то очень большого механизма, красивого, большого механизма. И знаешь, что такое ощущение, что ты постоянно соберешь одна там шестеренка, вторая, третья. Вот. То есть, Да. понимаешь, да, большое такое, объемное и красивое. То есть как будто вот мне вот сейчас вот оно так видится. Очень, объемная, действительно, как раз когда я сказала, что как много вообще всего, то есть действительно та еще конструкция. Потому что, знаешь, вот так, как много всего! Так типа, блин, это же так много. Да, реально. Что забираешь? Все. Ты знаешь, любовь к себе. Вот эту историю забираю. Потому что предполагаю, что, наверное, через это только можно будет соединяться, в момент, когда тебя опять разрывает на куски. Вот, наверное, да. Спасибо, Ань. Тебе большое спасибо, дилер состояний. Да, я тебе твои сильные стороны, твой это суперповер. Знаешь, как у всех этих говорят: "Какая у тебя суперсила, как в коуче?" Я говорю: "Ну все, я знаю, какая у меня суперсила, как в Сто коуче". процентов. Мега силище просто, 100%, да. Спасибо, Ань. Прям это было увлекательнейшее путешествие. И все, я уже сама и вот и глаза чувствовала, и здесь эмоции. Все это прям что-то, вот реально невероятное. Я тебе посылаю сердце.
огромное спасибо, Яны. Прям как, действительно, оно, все волшебно. Вот прямо реально как-то волшебное пространство. Спасибо тебе за это огромное. Спасибо. Все. До скорейших Четверг. встреч. Пока-пока. Спасибо большое. Пока.